Дима еще в 3 года пытался вставать на руки, а в 5-летнем возрасте он уже мог спокойно отжиматься на брусьях. Его с самых малых лет тянуло делать что-то на руках и тренироваться. С 5 лет он передвигается на костылях, и кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не спорт. Глядя на его умения, кто-то скажет талант, кто-то большой труд, а кто-то так и будет искать оправдание, почему он так не может. Я лишь покажу его историю и каких высот способно достичь человеческое тело при должном упорстве. Ведь его умения и вправду ломают законы гравитации. Родители с детства поддерживали парня в начинаниях, и вскоре Дима понял, что у него получается все лучше и лучше, и он хочет тренироваться профессионально. А как самоучка, на тот момент парень уже достиг многого. Пошли разные соревнования по воркауту и активно занимался брейкдансом. В воркауте он побеждал на чемпионате Сибири. Также выступал и побеждал на других мероприятиях. Он показывал как мастер-классы, так и соревновался. Я списался лично с Димой, и мы обсудили некоторые вопросы о его тренировках, целях и жизни в целом. А на связи Владарович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом. Досматривайте до конца. Сам Дима родом из Северска, Томской области. Сибирь богата талантами, и у них там целый танцевально-спортивный коллектив. Парню сейчас 25 лет. На вопрос «кто он?», Дима ответил так. Себя я считаю просто спортсменом, потому что занимаюсь брейком и воркаутом. По силовым элементам, если брать воркаут, то Дмитрий умеет прям все, это без преувеличения. И даже кое-что делает такое, что он один в мире, и больше никто не повторит. В этом вы убедитесь дальше. Вернемся к физподготовке Димы. По подтягиваниям за раз он делал 50 раз, а на брусьях 200 раз за один подход. Выход на 2 руки более 30 раз. По тренировкам все это выглядит примерно так. Дима ответил, что максимум, что делает в начале, это подтягивание и все. Остальное время просто отрабатывает навыки, которые уже умеет, и придумывает новое с тем, что уже есть. Тренируется так каждый день. Длительность бывает самая разная. Из личных рекордов Димы он выполнял 70 отжиманий full планша. Говорит, что не готовится специально к каким-то рекордам и находит разное применение того, что уже достиг и чему научился. Насчет совмещения танцев и воркаута, то он занимается брейком, но в нем есть также и горизонт, поэтому, прокачиваясь в умениях брейк-данса, он тем самым все равно укрепляет элементы воркаута. Кстати, если вы вообще не знаете, с чего начать в тренировках и хотите посмотреть, как начинают меняться обычные люди, похожие на каждого из нас, то мои знакомые, парень с девушкой, задались целью усовершенствовать свое тело. Хочу порекомендовать их канал Влamax. Там можно наблюдать тренировки дома, которые смотивируют вас тренироваться вместе с ними. Заглядывайте по ссылке в описании. Теперь немного про коллективы, которые повлияли на Диму. Однажды 3 друзей придумали свое шоу. Потом открыли в Томске танцевальную школу, в которую принимали детей-сирот из детских домов и детей-инвалидов. Сейчас они известны по всему миру и ищут таланты. Будучи юношей, они взяли к себе в школу и нашего героя видео, Дмитрия. И через несколько лет, когда его уровень подготовки уже стал еще выше, Диму приняли в основной коллектив команды Юди для совместных выступлений и гастролей, которые покоряли мир. Дима с ребятами принимали участие в многочисленных телевизионных шоу. «Украина имеет талант», доходили до финала. Также шоу «Удивительные люди» на Первом канале. Ездили по другим странам, и узнаваемость атлета постепенно росла. Изначально он был участником коллектива Юди, а сейчас представляет команду New Name. Более 10 лет участники New Name танцевали в команде Юди. Затем 3 человек основали свой коллектив и школу танца. И, насколько я понял, так они разделились. В телевизионном проекте «Революция танцев» в соревновательном батле встретились 2 коллектива из Томска. Те самые Юди и New Name. Победителем поединка стала команда New Name. Они получили право на участие в полуфинале. Весь этот путь выступлений помогал Диме перебороть страх того, что он в центре внимания. И сложно представить, как бы складывалась его судьба без тренировок. В одном из ТВ-сюжетов на YouTube говорилось, что на некоторых воркаут-соревнованиях предлагалось одевать Диме на ноги 10-15 килограмм,
чтобы повысить общую массу тела и усложнить выполнение. Но все равно парню удавалось на них побеждать. По этому поводу он ответил так, что люди всегда ищут оправдание, почему кто-то это может, а кто-то нет. На воркаут-соревнованиях побеждать было легко, признается Дима. Он приходил и просто наблюдал, как кто участвует, и показывал уровень в разы выше. Тренировки с детства давали свои плоды. Насчет элементов воркаута он считает, что по сути каждый тренируется в первую очередь со своим весом и ростом. И поэтому у каждого подготовка только под свой уровень. И вообще результаты равны затраченному времени и усилиям на тренировке. От себя я скажу, что не стоит сравнивать себя с другими. Всегда будет кто-то лучше, кто-то хуже. А подстегивать к результатам вы должны, сравнивая себя с собой же в прошлом. И если рассматривать каких-то мотиваторов для тренировок, то когда Дима только начинал, он был самоучкой и не смотрел ни на кого. Он просто поставил себе цель быть лучшим. Дима тоже говорит, что добиться максимума невозможно. Все это только в голове, потому что всегда найдется то, что будет выглядеть лучше предыдущего исполнения. Недавно в одном из последних видео в Instagram я увидел, что Дима является поклонником UFC. И сам Джо Роган поделился его умениями на странице в Instagram. Ролик сейчас набрал уже почти 600 тысяч лайков. Парня заметили представители UFC и связались с ним. И есть такая вероятность, что пригласят в Америку попробовать поставить рекорд Гиннесса прямо у них в эфире. Это было бы очень знаковое событие в судьбе нашего героя. Потенциальный рекорд – это фиксация в стойке на 2 больших пальцах в горизонте, более 40 секунд. Давайте пожелаем ему в этом удачи. И кто хочет наблюдать за следующими рекордами Димы, я оставлю в описании его соцсети. К слову напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму. Я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Ребят, делитесь мнением в комментариях, как вам история Дмитрия Воющего? И о ком еще бы вы хотели ролик из интересных персонажей? Я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о 72-летнем дедушке-атлете, который в отличной физической форме. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.